Что, если все, что вы думали о воссоединении BTS после 2026 года, совершенно неверно? Потому что сегодня мы говорим о том, о чем HYBE никогда не хотел, чтобы фанаты задумывались. Будущее Чингука и Тхэхёна меняется тихо, стратегически и быстрее, чем кто-либо ожидал. И если то, на что намекают инсайдеры, правда, BTS уже никогда не будут прежними. Поэтому, прежде чем комментировать или делиться этим видео, вам нужно это услышать. Слухи начались не с заголовков. Они начались с тишины. Не той громкой, скандальной тишины, что следует за интригами, а более тихой, тяжелой паузы, которую фанаты по всему миру начали ощущать еще до того, как смогли ее объяснить. Это проявлялось в том, как объявлялись графики, с меньшим количеством деталей. В том, как интервью становились более осторожными, более закрытыми. В том, как определенные вопросы мягко перенаправлялись, улыбки задерживались на секунду дольше необходимого, а ответы полировались до тех пор, пока не начинали отражать лишь свет. И в этой тишине начал расти вопрос, что будет после 2026 года. В течение многих лет BTS определялись движением вперед. Каждая эра плавно перетекала в следующую. Даже когда участники занимались сольными проектами, всегда оставалось ощущение возвращения, негласное обещание, которое все понимали без слов. Группа была созвездием. Каждая звезда могла блуждать, но общий узор всегда сохранялся. Но теперь созвездие ощущалось иначе. Чингук, когда-то самый младший, который, казалось, бесконечно комфортно чувствовал себя в центре гравитации группы, начал проявлять иную уверенность. Ту, что не опиралась на групповую динамику, а твердо стояла на своем. Его сольные выступления стали более отчетливыми, его звучание более личным, а его интервью более глубокими. Он говорил об искусстве, о личной идентичности и о создании чего-то, что могло бы длиться дольше, чем любая отдельная глава. Тхэхён тоже изменился, но в более тинхуй, загадочной манере. Он выбирал проекты, которые казались скорее интимными, чем взрывными. Его публичное присутствие стало мягче, избирательнее. Когда он говорил о будущем, его слова звучали поэтично и открыто, как будто он описывал дорогу, а не пункт назначения. И фанаты это заметили. Первым распространился не страх, а любопытство. Люди начали спрашивать, как будут выглядеть BTS, если участники больше не будут двигаться в идеальной синхронности. Будут ли они по-прежнему выпускать музыку вместе? Станут ли камбэки более редкими, более символичными? Превратится ли группа во что-то церемониальное, по-прежнему уважаемое и любимое, но больше не являющееся центром творческой жизни каждого участника? Самые обсуждаемые теории вращались вокруг Чингука и Тхэхёна не потому, что они отдалялись друг от друга, а потому, что оба эволюционировали столь отчетливо. Они представляли два разных будущего, которые каким-то образом все еще чувствовали связь друг с другом, даже когда расходились в стороны. Будущее Чингука выглядело как мировые сцены, масштабные туры и сольные альбомы, определяющие целые эпохи. Он казался готовым к роли, требующей публичности, лидерства и постоянного переосмысления. Будущее Тхэхёна казалось более интроспективным. Кино, искусство и музыка, которые не гонятся за чартами, а гонятся за чувствами. Проекты, которые говорят тихо, но остаются с вами долго после того, как затихает звук. Вместе они символизировали вопрос, с которым BTS никогда по-настоящему не сталкивались раньше. Что происходит, когда рост не означает разделение, но и не означает сохранение статус-кво? В фанатском пространстве тон медленно менялся. Речь больше не шла о том, распадется ли группа. Это слово казалось слишком окончательным и простым. Вместо этого люди начали использовать более мягкие фразы: эволюция, переосмысление, трансформация. Потому что BTS никогда не были просто группой. Это был общий путь, история, рассказанная в главах. И теперь казалось, что важная глава дописывает свою последнюю страницу, не драматичным финалом, а тихим перелистыванием бумаги. И никто не знал, как будет называться следующая глава. Но каждый чувствовал ее приближение. И где-то между уверенным взглядом Чингука, устремленным вперед, и нежной, задумчивой тишиной Тхэхёна, казалось, формировалось будущее BTS не как конец, а как что-то незнакомое, неизведанное, что изменит сам смысл того, чем BTS всегда были. Ни исчезновение,
Не распад, а просто становление чем-то новым. Тишина не длилась долго, она никогда не длится долго. Не тогда, когда миллионы глаз следят за каждым движением, каждым словом и каждой паузой между вдохами. Малейшие изменения начали казаться громче любых официальных объявлений. Отмененное появление здесь, перенесенное интервью там, сольное партнерство с брендом, которое выглядело не как побочный проект, а как фундамент чего-то постоянного. ARMY поначалу не паниковали. Они анализировали, сравнивали скриншоты, поднимали старые интервью. Фразы, которые когда-то казались обыденными, внезапно стали трактоваться как пророчество. Когда Чингук говорил о желании создать что-то, что могло бы стоять само по себе, фанаты вспомнили это. Когда Тхэхён однажды сказал, что не хочет определяться только одной идентичностью, фанаты вспомнили и это. И постепенно начал вырисовываться узор не дистанции между участниками, а направления. Путь Чингука вел вперед, на арены, залитые светом, камерам и громогласным толпам, скандирующим только его имя. Его выступления становились смелее, его звучание острее, а его образ более выверенным. В нем больше не было никакой неопределенности. Он двигался как человек, который точно знает, кем он становится. Путь Тхэхёна вел внутрь. Он появлялся реже, но каждое его появление казалось осознанным. Тщательно выбранные песни, вдумчивые фотосессии и небольшие кинопроекты, говорящие на языке символов, а не зрелищ. Он не выглядел как человек, готовящийся к исчезновению. Он выглядел как человек, строящий тихий мир рядом с громким миром. Фанаты начали задаваться вопросом: не становятся ли сами BTS тем самым мостом между двумя мирами, не постоянным присутствием, а священным пространством, в которое они будут возвращаться? Компания так и не произнесла слов, которых все ждали. Не было заявления о расформировании, но и не было обещания бесконечных ежегодных камбэков. Вместо этого использовались тщательно подобранные фразы. Страх потери BTS медленно трансформировался в понимание того, что BTS могут просто перестать быть постоянными и стать вечными, присутствием, которому не нужно быть везде, чтобы быть реальным. Историей, которая не заканчивается, а делает паузы, расширяется и меняет форму сквозь время. И в глубине души многие фанаты осознали то, что никогда не произносили вслух. Возможно, BTS никогда не должны были застыть в одной эпохе навсегда. Возможно, они всегда должны были перерасти ее. И когда они вернутся, а все верят, что это случится, это не будут те же 7 мальчиков, что когда-то стояли на маленьких сценах. Они вернутся как 7 мужчин, несущих в себе целые миры. И это может стать самым мощным камбэком из всех. Спустя годы люди будут оглядываться назад и говорить, что знаки были всегда, не потому, что что-то закончилось, а потому, что что-то тихо сместилось. Был момент, крошечный, почти незаметный для обычного зрителя, когда Чингук закончил сольное выступление и стоял один под гаснущими огнями, тяжело дыша, с закрытыми глазами, словно впитывая вес зала в одиночку. Никто из участников не выбежал к нему. Группового поклона не последовало. Крики были оглушительными, но в то же время глубоко личными. В тот момент он не выглядел как младший участник BTS, он выглядел как артист на пороге своей собственной эры. Недалеко оттуда, в другой части мира, Тхэхён снимал нечто совершенно иное. Ни кричащих толп, ни огромных светодиодных экранов, только мягкий свет, тихие указания режиссера и камера, ловящие мельчайшие детали. То, как он наклонял голову, то, как его взгляд задерживался на сцене дольше необходимого, это ощущалось не как перформанс, а как повествование. Два пути, одни корни. И постепенно люди начали понимать, что BTS больше не были просто целью. Они становились базой, местом, куда они будут возвращаться после того, как исследуют свою индивидуальность. Группа не распадалась, она трансформировалась в нечто более редкое. В залах совещаний, в творческих комнатах и в тихих ночных разговорах, которых фанаты никогда не услышат, формировалась новая идея. BTS больше не будут гнаться за постоянной публичностью. Они выберут смысл вместо инерции, качество вместо частоты и присутствие вместо шума. И это значило, что что-то должно измениться. Камбэки станут событиями, а не рутиной. Альбомы будут казаться главами, а не продуктами. Туры будут ощущаться как воссоединение, а не как расписание. Когда они соберутся вместе, это будет иметь значение.
И, пожалуй, самым мощным осознанием было следующее. Связь, которая делала BTS особенными, никогда не строилась на неразлучности. Она строилась на том, что они выбирали друг друга снова и снова. Поэтому, даже когда Чингук шагнул в яркий свет софитов, а Тхэхён в глубокие тени искусства, нить между ними не истончилась. Она окрепла, потому что больше не была сплетена только контрактами или календарями. Она держалась на намерении, уважении и общей истории. На тихом обещании, что как бы далеко они ни зашли по своим собственным тропам, BTS всегда будут местом, куда они смогут вернуться, не потому, что обязаны, а потому, что хотят. Шли годы, и произошло нечто неожиданное. Мир не забыл о BTS, он прислушался к ним еще внимательнее. Каждый сольный релиз слушали не просто как личное заявление, а как еще одну часть большой истории. Каждое интервью смотрели не ради того, что было сказано, а ради того, что подразумевалось. Каждая строчка текста воспринималась как письмо, написанное между строк, которые понимали только AMY. Чингук начал собирать арены под собственным именем, но фанаты все равно приносили фиолетовые лайтстики. Не потому, что путали, где находится, а потому, что точно знали, откуда он родом. Когда он делал паузы во время концертов и мягко улыбался океану фиолетового света, это ощущалось как тихое «спасибо» прошлому, которое все еще очень живо. Тхэхён же начал появляться на кинофестивалях, в арт-галереях и на камерных музыкальных вечерах. Он меньше говорил о славе и больше о смысле. Его музыка была похожа на шепот, а не на гимны. Но этот шепот отдавался так же глубоко, потому что нес в себе честность, уязвимость и неповторимый тон человека, прожившего необычайную жизнь и решившего осмыслить ее, а не сбежать от нее. Люди начали называть эту эпоху тихим расширением. BTS больше не были одним звуком, одним образом или одним графиком. Они были 7 отдельными мирами, которые все еще разделяли одну и ту же гравитацию. И вот наступил год годовщины. Никаких тизеров, никаких обратных отсчетов, никаких пафосных объявлений, только одно сообщение, опубликованное на всех их платформах в полночь. Мы возвращаемся домой. Ни больше, ни меньше. Интернет замер. Посыпались предположения. Но в этих 3 словах было что-то иное, не рекламное, не драматичное. Это чувствовалось как личное, почти священное. Когда альбом наконец вышел, он не пытался воссоздать прошлое. Он не гнался за трендами. Он не кричал, привлекая внимание. Он ощущался как разговор между 7 мужчинами, которые прошли разными дорогами и вернулись за один стол. Каждый трек нес в себе отпечатки их индивидуальных путешествий, смелую уверенность Чингука, поэтическую глубину Тхэхёна, мудрость, юмор и шрамы остальных, вплетенные между куплетами. Это не был альбом, призванный что-то доказать, это был альбом о памяти. И в этот момент фанаты наконец поняли, каким на самом деле было будущее BTS. Не постоянным, непредсказуемым, а вечным, так же, как вечные истории, передаваемые из поколения в поколение. Они могут прерываться. Они могут менять форму, но они никогда не исчезают по-настоящему. Они просто ждут подходящего момента, чтобы быть рассказанными снова. В ночь выхода альбома мир казался странно затихшим. Не было взрывных прямых трансляций с обратным отсчетом, не было массовых пресс-конференций или неоновых билбордов. Вместо этого было тихое предвкушение, которое ощущалось тяжелее любой рекламной кампании. Фанаты не спали не потому, что им так велели, а потому, что сердце подсказывало им, этот момент важен. Когда заиграл первый трек, он начался не с бита. Он начался с дыхания, мягкого, человеческого, без фильтров. 7 голосов, один за другим, нежно ложились на мелодию, которая казалась воспоминанием, пытающимся вернуться домой. Фанаты плакали в тишине в разных часовых поясах, понимая, что они не просто слушают новую музыку. Они слушают 7 жизней, которые продолжались без них и теперь приглашают их обратно в свою историю. Куплет Чингука звучал как уверенное обещание. Он пел о том, как стоял один под незнакомым небом, о том, как учился доверять собственной тени и находить силу, которая не зависит ни от кого другого, но все же выбирать связь. Куплет Тхэхёна был похож на письмо, нежный, задумчивый, почти прошептанный. Он пел о тихих комнатах, неоконченных песнях и моментах, которые обретают смысл только тогда,
когда ты, наконец, возвращаешься туда, откуда начал. Между ними остальные вплетали свои собственные пути, истории сомнений, стойкости, смеха, одиночества и надежды, до тех пор, пока песня не перестала казаться 7 сольными фрагментами, сшитыми вместе. Она ощущалась как одно общее сердцебиение. Когда начался припев, фанаты по всему миру шепотом произносили слова, прежде чем осознали это. Мы никогда не уходили. Мы просто выросли. И внезапно все обрело смысл. BTS не исчезли. Они не сломались. Они не отдалились. Они просто сделали шаг вовне, чтобы вернуться внутрь более сильными, чем прежде. И с этим осознанием A.R.M.Y. наконец перестали спрашивать, выживут ли BTS в будущем. Они начали спрашивать, через сколько еще глав им предстоит пройти вместе. Последующие дни казались нереальными, не громкими, не хаотичными, а благоговейными. Люди не слушали альбом ради цифр, они слушали его как письмо, которое шло к ним годами. Фанаты писали длинные посты о том, какая строчка кажется написанной лично для них в прошлом. Кто-то говорил, что альбом похож на встречу со старым другом, которого не видел много лет, и осознание того, что, хотя вы оба теперь другие, тишина между вами все такая же привычная. А затем произошло нечто неожиданное. Вместо того, чтобы немедленно объявить тур, BTS выпустили короткий документальный сериал. Никаких драматичных трейлеров, никакой агрессивной рекламы, только скромное название «Между тогда и сейчас». Эпизоды были сфокусированы не на достижениях, а на дистанции. Они показывали Чингука одного в пустых репетиционных залах поздно ночью, переделывающего тексты, которые он не был уверен, что кто-то когда-либо услышит. Они показывали Тхэхёна, медленно идущего по галереям и студиям, касающегося незаконченных холстов, слушающего черновые демозаписи, которые никогда не будут выпущены, и мягко улыбающегося вещам, которые имели смысл только для него. Они показали и остальных, каждого со своими личными битвами, сомнениями, мечтами и новыми образами. И через все это красной нитью проходила фраза, произнесенная разными участниками в разное время. BTS никогда не были местом, где мы застряли. Это было место, которое мы выбрали. Эта фраза изменила все. Фанаты наконец поняли, что страх, который они несли годами, страх того, что BTS однажды закончится, строился на неверном вопросе. Настоящий вопрос никогда не звучал как «распадутся ли BTS?». Он всегда звучал так: выберут ли они друг друга снова, когда больше не будут обязаны это делать? И ответ, тихий, ясный, прекрасный, был «да». Когда, наконец, был объявлен первый концерт воссоединения, он не назывался туром-камбэком. Он назывался «Возвращение домой». Площадки были меньше, чем раньше, сцена была проще, но эмоции были несравнимы ни с чем. Когда Чингук вышел на сцену, он не бежал. Он шел медленно, улыбаясь как человек, возвращающийся в комнату, по которой он скучал, даже не осознавая, насколько сильно. Когда за ним вышел Тхэхён, его глаза сканировали толпу, словно он искал знакомое лицо в прекрасном сне. И когда все 7 наконец снова встали вместе, зал поначалу не закричал. Наступила тишина. Потому что в тот момент каждый осознал, они не свидетели камбэка. Они свидетели воссоединения душ, которые проделали долгий путь и решили вместе вернуться домой. Тишина перед первой нотой казалась бесконечной. 7 силуэтов стояли под мягким светом. Никакой хореографии, никакой музыки, просто 7 фигур, дышащих в одном пространстве снова после многих лет разлуки. На секунду они не выглядели как мировые суперзвезды, они выглядели как 7 человек, которые наконец нашли дорогу друг к другу. Затем Чингук сделал шаг вперед. Не как центр, не как младший, а как человек, несущий истории, которые он прожил в одиночку. Его голос открыл первую песню медленно, почти осторожно, словно проверяя, может ли этот зал все еще принимать его так, как когда-то. И когда толпа ответила, сначала тихо, затем все сильнее, его плечи расслабились. Появилась улыбка, которая не была отрепетирована. Тхэхён присоединился к нему во втором куплете. Его голос был ниже, мягче, наполнен эмоциями, не требующими громкости. Когда их голоса переплелись, что-то невидимое встало на свое место, как кусочек пазла, который всегда должен был быть здесь. Остальные участники последовали за ними.
Большое спасибо, что посмотрели сегодняшний выпуск новостей о BTS. Если вам понравилось погружаться в последние события, истории и закулисные подробности, не уходите просто так. Ваша поддержка действительно помогает нашему каналу расти и позволяет нам продолжать делиться с вами актуальными новостями, эмоциональными историями и глубокими разборами всего, что происходит во вселенной BTS. Поэтому, если вы еще этого не сделали, нажмите кнопку «Подписаться» и включите уведомления, чтобы не пропустить ни одного момента. Будь то камбэк, внезапное появление или история, о которой гудит весь фандом. С вами были Тхэхён и Чингук, и до встречи в следующем видео с новым контентом о BTS, который вы точно не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь.